Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам показать, как связать вот такой необычный узор, рельефный, очень легко вяжется. Раппорт составляет всего 2 петли и 2 ряда, представляете? И получается вот такая красивая, изысканная вязка. Рельефным узором, совершенно не напряжной. Обратите внимание, как смотрится изнаночная сторона. Вы видите, это узор довольно плотный. То есть идеально он подойдет для вязания жилетиков каких-то, кардиганов, да и джемпер из него получится просто великолепный. То есть его можно применить для вязания и детских, и взрослых вещей. В общем-то, это просто изысканность какая-то. Просто какая-то, я не знаю, сказочный такой узорчик. И вяжется совершенно просто, вы сейчас поймете. Пряжу я хотела бы вам сразу порекомендовать и спицы. Да? Спицами 4,5 петли спицы и пряжа. У меня этикеточка от розового цвета не сохранилась, но точно такая же пряжа вот у меня есть в приятном таком кофейном цвете. Смотрите, Alize Superlana Midi Люкс, 25% шерсти. Метраж, и кому интересно, в 100 грамм 170 метров. Шикарная, легкая, нежная пряжа, совершенно не колется, мягкая, идеально для вязания жилетов, беретов. Кстати, этот узор идеально подойдет для вязания весеннего берета. Посмотрите, какой он красивый, да? То есть он легенький такой. Я имею в виду, его ажурным, конечно, не назовешь, он плотный, но он не такой уж прям и, знаете, прям плотный-плотный, да, то есть такой он средний. Ну, в общем, я советую вам всем, девочки, потренироваться, связать такую красоту. Вот, давайте, тем более такой легенький узорчик, всего 2 петельки и 2 ряда, раппорт, я думаю, вы оцените. Итак, приступаем к вязанию узора. Девочки, для вязания этого узора надо набрать количество петель кратное 2. У нас узор будет вязаться формироваться по четным рядам. То есть нечетный ряд у нас будет считаться изнаночным, и лицевой ряд будет считаться четным. Раппорт узор составляет всего 2 ряда и 2 петли. Поэтому набирайте любое количество петель, кратное 2, и давайте с вами вязать. Итак, первый ряд у нас является изнаночным рядом, и мы вяжем его все петли лицевые. То есть мы вяжем с вами этот ряд, у нас все петли лицевые. Я вяжу за заднюю стенку. Вы можете вязать тем способом, который вам приемлем, который вам удобен. Продолжаем до конца ряда. Вяжем второй ряд. Кромочную снимаем. Вяжем, первая петля у нас изнаночная идет. И во вторую петлю, вот сюда, под нашу изнаночную предыдущего ряда, вводим спицу, вытягиваем длинную петельку. Теперь эту петельку накидываем на левую спицу и провязываем с петлей 2 вот эти петли, которые у нас теперь на левой спице, вместе одной лицевой. Вот так. И снимаем, конечно же. Опять все, раппорт связан. Опять идет первая изнаночная. Затем вводим спицу вот сюда под петлю, да, вот под наш вот этот вот петлю предыдущего ряда. Вытягиваем длинненькую петельку, накидываем ее на левую спицу и вместе с петлей провязываем одной лицевой. Следующий раппорт изнаночная. Вводим спицу, вытягиваем длинную петельку, накидываем на левую спицу, провязываем вместе одной лицевой. Снова изнаночная. Вводим, вытягиваем, накидываем,
провязываем одной лицевой. Продолжаем. Изнаночная, вытягиваем длинную петельку, накидываем на левую спицу, 1 лицевая. Изнаночная, вытягиваем, накидываем, провязываем 1 лицевой. Изнаночная, вытягиваем, накидываем, провязываем 1 лицевой. Изнаночная. Давайте, девочки, продолжаем вязать. Я вам показала до конца ряда. В общем, вот такой простой узор.